По сравнению со всем остальным Челябинском, вот ЧМЗ, он выглядит гораздо лучше. Сколько вам лет? А вот угадай. Что это такое? Да, если все в порядок привести, было бы хорошее жилье. Так, что это за район? Металлургический район, бывший соцгород, сейчас у челябинцев мы его называем ЧМЗ по названию главного районообразующего предприятия. Вот сейчас мы попали в немецкий квартал, это тот квартал, с которого сейчас сняли защиту, как Охранный статус? Охранный статус, да, мотивировали тем, что вот сложно производить капитальный ремонт. То есть скоро это все может исчезнуть? Скоро это все может покрыться сайдингом, вент фасада. В каком году их построили? То есть им уже в 20-х, да, наверное? Ну, 30-е, да. То есть им уже скоро будет под 100 лет. А сейчас сколько? Лет 90 им. И они выглядят относительно неплохо. То есть понятно, что там коммуникации устарели, что все это там подсгнило. Это, ну, они нуждаются в каком-то ремонте, как и любой дом. Но, тем не менее, даже вот внешне они выглядят неплохо. Хотя видно, что их особо не ремонтировали и ничего с ними не делали. Чего нельзя сказать о новостройках, которые уже через несколько лет выглядят ужасно. Начнут разваливаться, эти панели там трескаются. И качество строительства, то, что было такое относительно недорогое жилье в период там советской индустриализации, оно все равно гораздо выше, чем новое жилье вот, в период такого сытого, развитого рынка у нас сейчас в России. Позднего путинизма. Да, позднего путинизма. Видно, да, что вот эта кладка такая не очень качественная здесь. То есть вот она там. Но внешний вид вот этих вот домов, он гораздо лучше, чем все вот эти вот многоэтажки панельные, которые строят на окраинах. Да, вообще вот именно с архитектурной точки зрения, по сравнению со всем остальным Челябинском, вот ЧМЗ, он выглядит гораздо лучше, потому что здесь не вырубили деревья, здесь не расширили дороги, здесь еще такая старая плотная застройка, и находиться здесь гораздо приятнее, чем в центре Челябинска. Да, если все в порядок привести, было бы хорошее жилье. Здесь уже, конечно, и панельки появились, и вот такое вот отношение. Повсюду реклама наркотиков. Вот мои подписчики. Что это такое? Вот, теперь нормально. Здрасте. Как дела у вас? А у вас? Плохо? Почему? Говорят, хотят это что-то снести, да, эти дома? Ну, Не слышали? Должны, по идее-то. А вы как относитесь к этому? А вы кто представляете? А мы просто, мы туристы. Мы приехали из Москвы. Смотрим на красивый район. Ах, красивая, я думаю. Ну, архитектура. На историческую. Да, да. Так называемую родину приехали. Не, какой? Не, мы на архитектуру смотрим. Немецкий домаш, да, называется это, Ну, да? Так не только ведь на этой улице, но мира тоже. Да. Так что, надо сносить их или нет? Ваше мнение? Наше мнение. Они очень старые. Это раз. Посмотрите, внешний вид уже не тот. Ну, кирпич нормально. Уже вниз гниет, видите. Угу. Вся амуниция, коммуникация, вся старая гниет. Без конца нас тут рубят, подрубают и так далее. Ну что тут толку-то? То есть вы за снос? Да, здесь я уже 10 лет живу. Угу. Двор вообще никакой. Двор, да. Двора Детям негде даже играть, не посидеть, ничего. Не делают, да, ничего? Не делают двор? И не думают. Не то, что капитальный обещают ремонт хотя. делать. Хотя бы обещают, да? Ой, я уже не первый раз слышу по этому поводу. Понятно. А за кого на выборах голосуете, если не секрет? В смысле? Ну, за какую партию? Единая Россия. За кого еще? Так они же вас обманывают. А так со всех сторон, наверное, Так, обманывают. подождите, ну, может быть, проверить кого-то другого? Вот вы за Единую Россию голосуете и жалуетесь, что постоянно врут вам, а вы продолжаете голосовать. Так, а вы за кого голосуете? Я за Яблоко. А вот поэтому могли коммунисты подхватить кого-нибудь, могли еще ЛДПР,
странно, что вы говорите, что вас обманывают, а вы продолжаете за Единую Россию голосовать. Как обманывает? Обманывает нас местные власти. В основном. А местные кто они? Разве не из Единой России? Дубровский. А он из какой партии? А кто у нас чиновники не Единая Так, Россия? вот надо других выбрать. Другие у нас как раз не побеждают. И независимые, и другие. Так потому что вы за них не голосуете, они и не побеждают. Так, ладно, будем вашему мнению прислушиваться. Вот, правильно, правильно. Всего хорошего вам. Вот, конечно, удивительный человек. Говорит, что ужас, кошмар, ничего не происходит. Но голосует бабушка за Единую Россию. Потому что, за кого еще? И действительно. Да, раньше мог быть очень классный. Такое зеленое все, дворы. Здесь можно, конечно, очень круто сделать. Но вот, к сожалению, все. Могут экранировать, их у нас программа идет. А ты думаешь, по уничтожению всех деревьев? Да, по вот этой санитарной обрезке, когда стоит задний дни. Да, это вредительство. Нам сказали, есть район опасный. Опасно? Опасный. Ну что опасно? Скажите честно, у нас здесь что-то с нами случится? Прям нужны только... Все, самое главное. Как у вас жизнь здесь? Нормально все? Вот двор вы нам сделали хорошо. Так, двор. Все скамеечки были. Обещали двор сделать вам? Единая Россия вам что, не обещала сделать двор? Гурматов и... Бурматов, Бурматов. Гурматов там у нас он была, значит, там это праздник вот был. Так, и что он обещал? Жаловались ему. А вы за Бурматова голосовали? Да. Ну, понятно. А вот где теперь нет двора, а Бурматов в Думе сидит. Он в Москве. Ну, не знаю, он что нам пообещал. Вот и красный там, за кого голосовать надо? Подождите, а вы поверили Бурматову? Не поверили, не знаю, когда он нам Да сделал. кому верить? Золото, кому верить? Мне вот 92-й год, что мне надо? Сколько вам лет? А вот угадай. Она только сейчас сказала. А вы 92 сказали, но я бы дал 70. Ну, 92-й. 92 год? Да, Да вы что? да. Вы такая взрослая, мудрая женщина и верите Бурматову? Ну, что? Как? Я труженик тыла. 13 лет в колхозе работала, пахали, на себе у нас лошадей не было. Запрягут девчонок. Плуг-то женщина, а мы пошли Да, вот так. Косили, все делали. 5 лет. А сейчас, если что? день это, так вот дадут. Видишь, ничего не дают. Понятно. А пенсия у вас хоть хорошая? А что грабите, скажу. Я понял, да. Ладно. Всего доброго вам. Всего доброго. До свидания. А что, вам дом понравился, что ли? Не, мы архитекторы, мы смотрим вот на эти, на немецкие дома. Говорят, их снести хотят. Никто ничего Не хотят. Снесли бы, тут вот не ремонт хотят. будет. Там-то и... А вы хотите, чтобы снесли? И построили здесь многоэтажки, и вот это и вот дворы ваши снесут, и здесь деревья срежут. Тут парковка будет. Парковки сделают, да. И будете вот на асфальтовом поле Не сидеть. надо их. Пусть стоят. Да, пусть стоят. Зачем? Вот. А где Двор дети хороший. играть будут, парковки? Вон у их парковки. Так они еще больше. Вы видели в новых районах, что творится? Там же кроме парковок ничего нету. О, да. Вот. Дети то играют, вот гляди, какой мусор Да. У дети нас здесь играют. как в деревне. У нас проходит. Да. У вас тут очень уютно, спокойно, тихо. Спокойно, конечно. Вам сюда стол поставить нормально, есть лавочки, все это, и будет. Вот давайте займитесь, принесите 4 доски. Хорошо, давайте стол, мы сейчас что-нибудь придумаем вам. Давайте, Золотцы. У тебя Так, голова я поручение получил. Подожди, ну давай, смотри, ты стол сделаешь? Давай, сейчас организуем. Я дам денег, давай. А ты организуй, я даю деньги, а ты сделаешь здесь нормальный стол. Окей. Самое Всё. главное, чтобы управляющая компания адекватно к этому отнеслась и не демонтировала это. Все, смотрите, запомните его лицо. Он ответственный за стол, чтобы стол лавочки. Договорились? Все, потом пришлешь фотографии, чтобы... Смотри, бачки как поставили, как этот дом построили, сколько лет и никто не красит. Не, бачки красить это уже дальше... Мы купим красить. Это Бурматов пусть красит, а мы вам сделаем стол и лавочки, хорошо? Ладно, Все. мы сфотографируем Да, кудрявую всё. голову. Ладно, все, до свидания. До свидания, Золотцы. В 92 года человек не может далеко уйти из своего двора. И очень важно так делать, чтобы таким людям было удобно и комфортно в городе жить.
На них обычно забивают совершенно городские власти. В России совершенно ничего не приспособлено для них. Я уж не говорю там, чтобы 70-75-летний человек мог сохранить какую-то мобильность, то есть мог куда-то поехать, вообще для этого ничего не приспособлено. Все эти вот расширения дорог, отсутствие тротуаров, огромные эти парковки в дворах, это как раз делает так, что этим людям вообще невозможно выйти из квартиры. Они, там, некоторые 70-75 лет просто доживают остаток жизни, не выходя из квартиры, это ужасно абсолютно. Да, ну и, конечно, то, что касается городской среды, вот сравните вот этот район с тем, где мы были. То есть здесь деревья, здесь тень, здесь как так уютно, понятно, все оборудование есть развалено, старое, там разбитые дороги, но это можно поправить. А вот в этих новых районах ты вот в этих бетонных мешках, асфальтовое поле, кругом машины, и там вообще страшно подумать, вот что там старики делают. Они даже из дома не выходят, потому что на улице вообще полнейшая жесть. Вот. Ну и, конечно, эта ситуация со столом, она довольно грустная, потому что, конечно, этим должны заниматься там городские власти, управляющая компания. Нельзя допускать, чтобы оборудование было в таком состоянии, но всем плевать. Они забили, им все равно здесь и так, они и так голосуют, эти бабушки, за эту Единую Россию, поэтому они забили, можно уже ничего не сделать. Кстати, интересный момент, что за Единую Россию и партию власти голосуют всегда там, где люди хуже живут. Чем люди хуже живут, тем выше рейтинг партии власти. А чем люди лучше живут, тем рейтинг партии власти ниже. По Москве хорошо видно, что там в центральных районах вот, всегда там у Яблока большой процент, а у Единой России маленький, а на окраинах каких-то таких вот, где рабочий класс живет, там все наоборот. И это такая ситуация, которая, ну, любому вот в Кремле сидит человек, он понимает, что людям не нужно делать ничего нормального, потому что если они начнут нормально жить, они перестанут голосовать Не ставится за Единую запрос на Россию. следующей части пирамиды Маслоу, да, и они захотят, чтобы их слушали, чтобы они участвовали в процессе принятия решений, чтобы их уважали. Вот, поэтому что, стол сделаем мы? Я так понимаю, что кроме вот нас никто не сделает. Хотя системных проблем это никак не решит. Это поможет вот этим 3 бабушкам, которые живут в этом районе. А сколько таких еще бабушек и дворов во всем Челябинске, страшно представить. Это, кстати, в то время, как городские власти думают о расширении дорог, и чтобы сделать город еще более враждебным и неудобным для них. Ты говоришь часто, что по объявлению можно понять, типа, что-нибудь про место. Вот здесь как бы вот в основном такие вот. Центр социальной адаптации и трезвения, храм. Помощь Социальная людям. реабилитация, трезвение, помощь людям. Или электрик. Вот электрики я не знаю почему, может тут какая-то проблема Бесплатное с... питание. Да, а это, кстати, да, любопытная штука, что бесплатное питание и восстановление документов, то есть как-то центр социальной помощи. Ну да, но вот здесь главное это вот это.